Так, это так, это так, это так. Камеры обе работают, звук есть, все нормально. Всем кашлянуть, кто нужно. Потом не это. Да. Так. По объективным метрикам, по вполне явному падению внимания к любым политическим новостям во всех известных источниках, нельзя не заметить, что запрос нашей аудитории стал меняться. Что независимые СМИ и блогеры, работающие за границей и уже приличное время там живущие, видимо, что ли, может быть, перестали чувствовать нерв своего зрителя и не могут меняться с той же скоростью, с какой меняются потребности аудитории. Почему нам важно поговорить на эту тему? Не только потому, что циферки побольше – это лучше, чем циферки поменьше, но и потому, что если мы не чувствуем, чем живет общество российское, то нам бесполезно пытаться с ним какие-то политические разговоры вести. И за кого-то там, тем более против Путина, агитировать. То, что мы сейчас видим, было вполне предсказуемо. Мы давно говорили, что главной работой аппарата управления будет войну не выиграть, а переварить, рутинизировать происходящее, вытеснить его за пределы реальной жизни. Этому будут способствовать не только специальные усилия, но и естественный ход времени. Люди просто не могут долго находиться в ажитации. Они примут любой статус-кво и любую норму, которая не будет быстро меняться в худшую сторону. И примут не просто как что-то приемлемое, но даже как желаемое. В прошлом году это почти получилось. Мы увидели почти полную отстраненность общества ото всего, но вмешались обстоятельства. Все, кто осенью прошлого года говорил, что мобилизация – это очень грубое нарушение общественного договора, сложившегося за 20 лет, все эти люди оказались правы. Государство годами выстраивало отношения с гражданином как с телезрителем. Ничего от него не требовало, не лезло к нему в дом, в постель и, что самое главное, в карман. А взамен просило только взаимности – не трогать то, что государство считает своим. Государство не спрашивает, откуда у безработного пачка наличных на трехкомнатную квартиру. А безработный с трехкомнатной квартиры не спрашивает, откуда у районного прокурора 3 отеля в центре города. Мы платим провинциальной учительнице математики 25 тысяч рублей. Но если она еще дважды по столько же заработает репетиторством без регистрации, отчетности и налогов, то и умница на здоровье. Никто ее за эти переводы на карту не спросит, налоговая разбираться не придет. Государство приучило людей не проецировать публичное говорение на реальную жизнь. Этот эффект довольно трудно охарактеризовать, но с его проявлением люди наших взглядов столкнулись в самом начале войны. Это то самое, а что случилось? Это у нас с вами это мем. А так-то вообще. Когда вы сообщали, например, хозяйке съемной квартиры, что съезжаете в эмиграцию, то с большой вероятностью вы могли столкнуться со вполне искренним ее недоумением. Не потому, что она что-то там поддерживала или нет, а просто потому, что действительно она не могла понять вашу обеспокоенность. Не могла уложить в голове, как нечто, произошедшее в телевизоре, нечто, сказанное президентом, может влиять на настоящую жизнь. Как вообще кто-то по этому поводу может хотя бы место завтрака сменить, не то что в другую страну переехать? Мне кажется, каждый из нас, кто тогда уехал или просто ходил как пыльным мешком ударенный, в последние февральские и мартовские дни каждый имел в окружении людей, которые смотрели на нас как на чудаков. Как будто Дейенерис Таргариен в сериале спалила Королевскую гавань, а ты из-за этого за 70 тысяч немедленно в Ереван летишь. Грустно, конечно, что спалила. Очень плохая концовка сериала. Преступно плохая. Но это ж всего лишь телешоу. Это же не по-настоящему. Нет никаких драконов, и Королевской гавани тоже нет. Люди не горят заживо. Это просто актеры в павильоне. Да и мало ли чего в телевизоре показывают. Всю жизнь что-то показывают. Но никого же не волнует, это же телевизор. Когда Путин требует вытащить россиян из трущоб, жители этих самых трущоб, они ведь не подрываются собирать чемоданы в ожидании ключей от новых квартир. Для обычного россиянина политика и публичная сфера – это игра государства с самим собой. Всерьез этим интересоваться, пытаться, как Карлсон, залезть в телевизор – это что-то ненормальное, инфантильное, с позволения сказать, маргинальное даже. Надо отдать должное ответственным за внутреннюю политику. Они это прекрасно понимали. Прекрасно понимали, что в телевизоре можно показывать что угодно, хоть пить кровь ведрами в прямом эфире. Но за пределами телевизионной реальности не должно возникать никаких политических маркеров.
Едва человек выходит на улицу, его взор не должен зафиксировать ничего, что отличало бы условное 1 июня 22 года от 1 июня 21. Обратите внимание, в первой же неделе войны государство озаботилось параллельным импортом. Казалось бы, свободный доступ к Кока-Коле и айфонам – это не первый вопрос, который должен занимать тех, кто грозит всему миру ядерной бомбой. Казалось бы, либерализация серого ввоза всего на свете противоречит базовым инстинктам любого государства, его желанию все контролировать. Видеть все документы и все цифры, со всего получать свою копеечку. Тем более, если ты ставишь перед собой цель импортозамещения. Если хочешь, чтобы прикормленный заводик мега-колы резко нарастил продажи, то тогда уж точно ты не должен поощрять ввоз иранской и польской Кока-Колы. Даже наоборот, ты должен прогнать всех, кто сам не ушел. Но ничего подобного не произошло. Более того, было сделано все возможное, чтобы товарное изобилие не уступало довоенному. Никто не отлавливает перекупов BMW для зачистки рынка под китайцев шильдиком «Москвич». Напротив, созданы максимально комфортные условия для ввоза чего угодно и по любым схемам. И вообще, если так посмотреть в вакууме, это очень грамотное политическое решение. Огромный торговый центр, где половина магазинов закрыты, а вторая стоит с пустыми полками, это физическое воплощение кризиса, его самая наглядная иллюстрация. Это производит куда худшее впечатление, чем взрыв Крымского моста и прилет беспилотников в башне Москва-Сити. У начальства была задача сохранить прежний порядок отношений с обществом в экстремальных условиях. Создать видимость, что государство занято чем-то своим. А объяснять, чем именно, зачем и почему, оно вообще-то никому не собирается. Тем более, что никто особо и не интересуется. Обычная жизнь идет обычным чередом. Работа есть, деньги есть, продуктов в магазине завались. Да, обстоятельства сильно изменились, но общественный договор остался прежним. Нельзя, кстати, сказать, что российские города прямо уж так в 15 слоев завешаны рекламой войны, баннерами с буквой Z и фотографиями героев спецопераций. Такое, конечно, встречается. И если делать выводы по отражению в соцсетях, то может показаться, что этого невыносимо много. Но на самом деле нет. Все зависит от конкретного региона и губернатора. Но по тому же голосованию о поправках в Конституцию мы помним, как действует государство, когда ему прям очень надо запушить какую-то тему. Когда от нее просто нигде не спрятаться, не скрыться. Сейчас не тот случай. Там прямо чувствовалось, как кто-то терпел, но не выдержал. Что, не будем переписывать и отставить хотите? Да, я тут черно-белым покажу, но сейчас не тот случай. С этой задачей, с задачей вытеснения войны из общественной дискуссии, на первом этапе они справились. По всем показателям в прошлом августе наступил пик благополучия россиян. Курс доллара резко ниже довоенного, оборот розничной торговли высок как никогда, параллельный импорт встал на индустриальные рельсы, рублевые зарплаты подросли, а интересы телезрителей сместились с Владимира Соловьева на уральские пельмени. Мобилизация изменила все разом. Сегодня можно однозначно сказать, что 21 сентября 2022 года для большей части общества это стало тем, чем для нас, политизированной аудитории, стало 24 февраля. Ошеломляющий эффект, который мобилизация произвела на общество, виден даже не в реакции первых дней, а в том, сколько эта реакция продержалась. Как минимум до весны любой анонс встречи Путина с камерой, будь то обращение, выступление или доклад, любой такой анонс обнулял все возможные места на всех самолетах в любые безвизовые страны. Все резко переходили в режим нервного ожидания второго акта. И тут на властную верхушку снизошло озарение. То ли по данным каких-то закрытых соцопросов, показавших картину еще хуже, чем наяву, то ли просто по настроению, разлитому в воздухе, но до российского начальства дошло. Допустимо что угодно, как угодно и насколько угодно дорого, но мобилизация недопустима. Каким бы сильным ни был эффект сентября, ко дню сегодняшнему он себя исчерпал. С точки зрения общественного восприятия мы с вами сейчас вновь близки к августу прошлого года. Абсолютно до всех в явном или подспудном виде дошло, что новой волны мобилизации в обозримой перспективе не будет, что, по крайней мере, до конца марта не стоит ждать государства с повесткой у себя на пороге. И люди, причем не какие-то абстрактные люди, а именно что та аудитория, с которой мы говорим, с большим восторгом возвращается в норму. Ничто за последнее время в России не было таким дефицитом, как норма, как ощущение, что в какой-то обозримой перспективе не случится ничего ужасного.
Окружающая бытовая действительность к этому ощущению также подталкивает. Люди резко меняют потребительское поведение, не только когда непосредственная угроза и нужда сохранить деньги на случай срочного отъезда исчезают, но и в прямом соответствии с общим состоянием экономики. Нужно помнить очень важный факт. Перед нами сегодня самая коммерческая война в истории России, если не человечества. Бюджет платит за все. Платит военным, платит компенсации за их ранения и смерти, содержит все на свете ЧВК, безмерный военно-промышленный комплекс и смежные с ним отрасли, финансирует льготную ипотеку, чем спонсирует застройщиков, а также все проекты в области импортозамещения, весь выпавший спрос в экономике. Иногда деньги не берут из бюджета напрямую. Это могут быть деньги госкомпаний, прикормленных олигархов. Но это не так важно. Важно то, что государство, как бы оно себя в моменте не называло, фарширует экономику деньгами, как в последний раз. Как никогда повышена минимальная заработная плата, от которой будут плясать все заработные платы в бюджетном секторе, повышена вся социалка. Правительство буквально закидывает бабки в топку экономики, и та еще бодрее разгорается. В этом нет никакого фокуса. Ивановская ткачиха, получившая большую зарплату на пошиве термобелья для военных, берет льготную ипотеку. Застройщики вкладываются в новые дома, создают спрос на труд строителей. У строителей становится больше денег, они покупают больше еды и одежды, и так по кругу. Сейчас российская экономика находится не в стагнации или в рецессии. Она в состоянии фантастического перегрева. И перегрев этот обеспечен государственными деньгами в самом разном их виде. Но людям не так важны причины, ведь у них на глазах жизнь становится богаче, а не беднее. Лучше, а не хуже. Это никакой не восстановительный рост. Это не польза от войны. Это последствия гигантских вливаний. И будут они ощущаться до тех пор, пока эти самые вливания продолжатся. И наиболее сильно они ощущаются именно нашей аудитории, молодым, образованным столичным населением, занятым каким-то интеллектуальным трудом. Так уж устроена экономика автократий, склонных к гиперцентрализации, что столица всегда получает все. Где бы ваш рост ни происходил, весь избыток денег от него идет в Москву и превратится в инвестиции, в рост доходов и спроса. Отрицать, что это происходит прямо сейчас, что главными бенефициарами этого процесса становится именно наша аудитория, значит отрицать реальность. У квалифицированных молодых специалистов, которые остались в России, растут зарплаты и спрос на их труд. Жизнь вокруг них, если закрыть глаза на 1,5 баннера в окрестностях дома и никогда не включать телевизор, стала лучше, а не хуже. По Москве не бродят толпы безработных в поисках пропитания. Нет огромной массы тех, кто готов работать за еду. Все явно видят, что экономика отнюдь не рушится. Да, оборотная сторона подобного перегрева экономики – инфляция. Несмотря на запредельную ставку Центрального банка, цены растут гораздо быстрее всех целевых показателей. Но инфляция есть и другое имя – налог на бедность. Чем вы беднее, чем выше в ваших расходах доля потребления, необходимого для выживания, в первую очередь для закрытия базовых потребностей по покупке еды, тем сильнее по вам бьет инфляция. В России хватает людей, для которых очень большая проблема удорожания пачки сосисок на 20 рублей. Но будем честны, эти люди не так часто смотрят мои ролики. 30-летний житель одной из 2 столиц, между делом покупающий стаканчик рафа за 250 рублей, вряд ли переживает, что яйца подорожали до 100 рублей за десяток. Он вряд ли помнит, что год назад они стоили 70. Инфляция сильно бьет по стране в целом и делает граждан беднее. Но парадокс в том, что именно наша аудитория, образованное население крупных городов, не только страдает от инфляции меньше всех, но имеет доходы, рост которых реально обгоняет рост цен. Мы не до конца знаем, что творится в головах у людей, для которых война реальна. Как реагирует на поток гробов та Россия, куда они интенсивнее всего идут? Как поживают те, кто вместо роста доходов получил только рост цен? Судя по результатам социологии, они поживают не очень хорошо, и ситуация им хорошенько настопиздила. Нам легко прикинуть настроение жен мобилизованных, они его не скрывают. Но это меньшинство, у которого пока нет большого влияния на общественное мнение, хотя оно может появиться. Наш же социальный круг и люди наших взглядов, судя по всему, чувствуют себя не просто хорошо, но неадекватно расслабленно. Мы это видим просто потому, что в Россию возвращаются люди, над которыми явно висит персональный риск. Как объяснить то, что певцы и тиктокеры, поименно называемые врагами народа, с завидной ныне регулярностью бывают задержаны на российской границе? А очень простое объяснение этому есть. Общая атмосфера перебивает персональную ситуацию. Кажется, что беда миновала.
что можно выдохнуть. И люди выдыхают и едут назад. Я это все рассказываю совершенно не к тому, чтобы попенять коллегам, которые продолжают говорить о войне и ее ужасах. Об этом нужно говорить и дальше. Просто нужно помнить, с кем мы говорим и в каком состоянии пребывают эти люди. Нас в массе своей смотрят не жители Тывы, куда трупы едут потоком, не псковские пенсионеры, которым трудно сводить концы с концами. Нас смотрит все та же публика, образованный городской средний класс, который видит, что прямо сейчас его жизнь стала лучше, не стала хуже. Класс, который не ощущает никаких рисков от ближайшего будущего. Это состояние самоуспокоенности может в любой момент смениться паникой. Но пока люди живут в состоянии нормальности и нормальностью этой довольны, это может быть не очевидно тем, кто уже давно находится за границей. Но этот факт просто нужно принять и с ним работать. Если не случится ничего неожиданного и ужасного, то все время до выборов мы будем говорить с теми, кто не хочет слышать вообще ничего, что могло бы разрушить вот это вот едва достигнутое ощущение нормальности. Каким языком с ними разговаривать? Как перестроить свою медиастратегию? Пока фиг его знает. Главное помнить, что путь от адекватного политического спикера до оторвавшегося от реальности мигранта очень короткий. И важно уметь смотреть на объективные факты и их восприятие своей аудитории, вовремя себя остановить и не усердствовать всякий раз в заблуждении. Важно не выдумывать себе слушателя, которого не существует. До завтра. Приглашаем вас на живые выступления Максима Каца. Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика, а во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Вена, Тель-Авив, Цюрих, Париж, Рига и Милан. Билеты на сайте maximkatz.com.